Ветер сегодня на обшироне штормовой, друзья. Узлов 35-40, наверное, будет. Всем салам с канала Каспийский берег. Посмотрите, что у меня есть. Как вы поняли, это вырезка. Говяжья вырезка. Килограмма, наверное, здесь 1,5 будет. Кусок вот такого курдюка. И сегодня мы готовить будем, друзья, на саджи. Я вам покажу особенность приготовления на этой восточной сковороде, друзья. Так, слегка подчистим, обработаем нашу вырезку. Удалим ненужные пленочки. Если попадет чуть-чуть мяса, ничего страшного. У нас есть голодные кошки. Не забываем про это, друзья. Антон, Алик, вперед! Друзья, теперь нарежу его вот на такие шайбочки. Это мясо, как вы понимаете, премиальное. Вырезка. Дороже него в туше ничего нет. Это фактически, друзья, филе миньоны. То есть это вырезка, которая вот такими вот кусочками. То есть у нас волокна все вот так стоят, да, здесь вертикально. Для этого мяса, друзья, зубы не нужны. Губ вполне достаточно. Вот так наше мясо выглядит, друзья. Для нашего блюда нам также понадобится курдюк. Его нарезаем вот так. Теперь овощи, друзья. Картошка. Нарежу ее для вас сегодня фигурным ножом, чтобы было красиво. Друзья, теперь демьянки. Они же баклажаны. Нарежем наши баклажаны, друзья. Друзья, баклажаны кладем в подсоленную воду. Это знаете, для чего делается? У них вот есть такая своя естественная горечь. Она не столько прям противная, но чуть-чуть можно ее вот таким вот способом уменьшить. Будет приятнее. Остались только помидоры. Вот так, на половинке. Я совсем забыл сказать, как это блюдо называется. Значит, в Азербайджане у нас его называют садж-ичи. Как это переводится? Очень просто. Вот это наша восточная сковорода под названием садж. Ичи — это внутренность. То есть, когда мы готовим внутри саджа, то есть в его вогнутой стороне, это называется садж-ичи. А если мы перевернем и что-то на нем будем готовить с внешней стороны, это называется саджусты. То есть кутабы, например, делают вот на сухой такой выпуклой сковороде, и это называется саджусты.
Друзья, сейчас я буду говорить об особенностях готовки на саджи. Особенность в том заключается, что он имеет такую необычную форму, да, как вы видите. То есть это вроде сковорода, ну, вогнутая. Здесь есть как плюсы, так и минусы. Но в данном случае у нас одни плюсы. Значит, как это блюдо мы готовим здесь? Сначала вытапливаем вот этот курдюк. Рабочая поверхность, то есть там, где вот готовится непосредственно, это небольшой круг посередине. Самая вогнутая сторона. Друзья, теперь курдюк, который еще не полностью вытопился, он еще не все отдал. Мы его раздвигаем вот так на край. То есть по периметру, да, вот так его распределяем. Посмотрите, он наверху находится. А здесь у нас уже готовое масло. И сейчас у нас идет что? Мясо. Солим, перчим прямо здесь, на месте. Переворачиваем. Смотрите, как они красиво подрумянены. Посолю, поперчу с обратной стороны. Теперь поступаем так же, как с курдюком. Все сдвигаем к краю, наверх. Мясо у нас уже готово на 90%. И этот курдючок, он тоже здесь стоит и чуть-чуть подтаивает. Свежее масло свое отдает вот сюда, в кучу, в середину. Теперь уже у нас идет в серединку картошка. А мясо, друзья, оно вот здесь по сторонам, оно как бы здесь активно разогревается. Вот это и есть особенность готовки на саджи. То есть на простой сковороде у вас это не получится. А здесь в этом плане удобно. Теперь часть курдюка возвращаем в середину, чтобы долю масла увеличить, да, здесь, друзья. Потому что там уже и водичка есть мясная. Да, она в основном выпарилась, но масло все-таки уменьшилось, да. Чтобы масло вернуть, чтобы картошку хорошо поджарить, часть курдюка возвращаем в середину. Чуть-чуть поперчу. Пора переворачивать картошку. Ох, как она поджарилась, смотрите. Симпатичненько. Меняем местами теми, которые сильно прожарились. То же самое делаем с картошкой. Раздвигаем вот так по периметру. Теперь баклажаны. Аккуратно перевернем демьянки, баклажаны. Баклажаны вот так в сторону.
И сюда же перчики, друзья. Так быстро горят помидорки, я даже не ожидал. И это последний штрих. Вот такой лаваш стал у нас уже традиционным в этом блюде. Лавашик уже пропитывается. Все, 2 минуты снимаем. Иду, друзья, иду. Вот он. Огромный садж у меня. 55 сантиметров в диаметре. Очень большой. Сейчас я себе наберу сюда на досточку мясца, овощей. Вот такие кусочки, посмотрите, друзья, какие. Просто волшебные. И вот так лавашик, друзья, сверху. Чтобы все вам было на тарелочке видно. Ну, конечно же, сначала попробуем мясо. Ну, такая вот у нас прожарочка. Полная, well done, так сказать. Мясо очень нежное, конечно. Это у нас вырезка. По-другому быть и не могло. Так, хлебушек. Хотя зачем мне хлеб? У меня же вот хлеб, да, друзья. Хотя бы пропитался. Удовольствие. Все это дело разбавляется помидоркой. На удивление вкусные помидоры. В последнее время с помидорами проблема. А эти на вид такие неказистые вроде, но ничего. Такие кисловатые, сладковатые, как положено. Вот по поводу демьянки, баклажана, то, что я говорил, друзья. Подержав его в соленой воде, практически избавляемся от присущей этому овощу такой горьковатого вкуса. Намного как бы слаще становится. Это блюдо чем хорошо? Вся вкуснятина сосредоточена на одной такой сковороде. Друзья, вот это блюдо саджичи, да, сказал, называется на азербайджанском. Это название как бы такое общее, знаете. То есть вариантов приготовления, по правде, очень много. Можно сделать с мясом, можно делать с курицей, можно делать бараньи ребрышки, можно мелко нарезать мясо по типу бифстрогана, сделать бифстроган. То есть вариантов, по правде, очень много. Это уже зависит от вашей фантазии, от ваших предпочтений. Вот сегодня у меня просто попалась, так скажем, да, хорошая вырезка, знакомый мясник.
позвонил, сказал, приходи. И приготовил я, соответственно, это блюдо из вырезки. С вырезкой, конечно, это далеко не самый бюджетный вариант. Вы сами понимаете, что вырезка — это самая дорогая часть, да, в туше. Но я также его делал с курицей, с каким-то другим мясом. Все что угодно, ребята. Получается вдвое-втрое дешевле. Так что блюдо зачетное и имеет право на существование. А это уже звучит как тост. Это у меня есть хороший друг. Он сам гонит виноградную водку, чачу. И он постоянно меня вот этой водочкой, она очень хорошего качества у него. Там 3 раза прогоняет, что такое. Я в этом не силен, не разбираюсь. Ну, видно, что по вкусу очень чистая вещь. Самет Саул Гардаш. Спасибо, дорогой, что не забываешь. Во главе с моим другом Самедом, друзья, я хочу выпить за всех моих хороших и добрых подписчиков. Будь здоров. Друзья, вот такой у нас сегодня обед получился. Я постарался вам рассказать об особенностях приготовления еды на саджи. Надеюсь, видео вам понравилось. Спасибо вам большое за просмотр, за то, что выслушали. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания, друзья.